Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать, как в технике фриволите челноком выполнить вот такое сердечко. Вот это я выполняла иглой и пыталась повторить схему челноком. Если вы хотите выполнить вот такое сердечко с сеткой и с добавлением кристалла, я тоже расскажу, как это сделать. Принцип совершенно одинаковый. Для этой работы я выбрала нить Sunbest. Здесь в скрутке 8 нитей. При выполнении этой схемы иглой я брала нить Sunbest в 6 нитей, поэтому у меня получились сердечки разного размера. Также мне понадобился челнок, игла, ножницы, где-то я буду использовать плоскогубцы, чтобы было удобно тащить иглу, и нитевдеватель. Для выполнения этой работы вы уже должны уметь выполнять узел фриволите. Если вы еще это не умеете, то я советую вам сначала посмотреть мои уроки по основам этой техники. Есть плейлист у меня на канале, в описании под видео я оставлю на него ссылку. А затем вы можете уже пробовать выполнять эту работу. Если она у вас не будет получаться с первого раза, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что эта работа действительно мелкая и кропотливая. Она может не получиться с первого раза. Она не получилась с первого раза и у меня. Вот, например, вот это была моя первая проба. Во-первых, здесь и узлы скачут, во-вторых, вот здесь вот верхушка у меня не получилась. Потом я пробовала взять хлопок. Вот это Лизбет. Опять видно. Одна дуга тоньше, другая дуга толще, какие-то узлы тут скачут, но здесь зато я уже поняла, как сделать вот эту вот верхушку. Я попробовала взять хлопок ромашка. Поняла, что хлопок вообще лучше не брать все-таки для этой схемы, как я и думал. Поэтому пробуйте. Если у кого-то получится с первого раза, отлично, поздравляю вас. Если не получается с первого раза, не отчаивайтесь. Немного практики, и все получится. Присоединяем к челноку примерно 1,5 метра нити. И вот эта нить, которая будет идти от челнока до того места, где мы будем начинать узелки, это вот та нить, которая проходит внутри. То есть это будет ведущая нить. Поэтому отступать большое расстояние здесь не надо. Нам надо всего лишь вот такой кусочек нити и немного, чтобы потом ее было легко заправлять. То есть вот где-то вот здесь я начну выполнять узелки. Поэтому намотаю на челнок. И вот с этого места начну плести узелки. В моем сердечки 25 с каждой стороны, но вы можете делать сердечко меньше, либо больше. Здесь схема вообще не зависит от количества узелков. Главное сделать узелки одинаковые с каждой стороны. Либо, может быть, вы задумаете сделать асимметричное сердце, тогда, конечно же, вам с какой-то стороны нужно будет сделать меньшее количество узелков. С другой стороны, я не присоединяю челнок. Так, зажимаю вот такую петельку у основания. Нить обматываю вокруг мизинца. И начинаю выполнять узелки. Видите, у меня осталась петелька, пока я ее не затягиваю. Я сплела 25 узелков, и сейчас эту петлю нужно затянуть. Если хотите, можно ее зафиксировать при помощи булавочки, просто чтобы потом было легче пройти через вот это место при соединении. Но на самом деле это не обязательно. Сшивать детали мы все равно будем иглой, поэтому я думаю, что будет достаточно удобно проходить в любом случае. Так, сейчас мы эту дугу затянули, но смотрите, ее сильно перетягивать не нужно, иначе она пойдет волнами. Так как я уже выполнила одно сердечко, то мне нужно их сравнить
чтобы дуги были примерно одинаковыми. Наматываю нить на мизинец. И сейчас челноком я выполняю вторую половину узла и узел не переворачиваю. Вот в таком положении его затягиваю. Это нужно для того, чтобы эту часть дуги мы зафиксировали и получили такую ломаную дугу. Сейчас выполняю вторую половину узла, но в этот раз узел переворачиваю. Это считаю как один узел. И сейчас набираю еще 24 узла обычных. То есть здесь у меня было 25. Вот сейчас я сделала такой странный узел и еще 24. Подтягиваем вторую часть дуги и смотрим, чтобы она получилась примерно такая же, как и с другой стороны. Если вы уже выполнили одно сердечко, то, соответственно, их нужно сложить вместе и тоже проверить, что все примерно совпадает. Угу. Так, отрезаем от челнока. Далее нам все-таки понадобится игла, потому что эти две детали нам нужно сшить вместе. Я пока не сшиваю детали, я хочу попробовать в этой работе сначала шить две детали вместе, если нужно подтянуть здесь вот эту финальную дугу, и расположу детали вот таким образом. Одна у меня с хвостиками справа, а другая у меня с хвостиками слева. Таким образом, я надеюсь, я смогу, если что-то вдруг нужно подтянуть вот эту дугу, либо наоборот ослабить, а с этой стороны я смогу ослабить, либо подтянуть вот эту дугу. Так, в иглу я заправляю нить, которая была рабочей, то есть вот которая сами узелки выполняла. Так, складываю две детали вместе. И сейчас буду идти. Вот у нас есть направление наших узелков. То есть я буду проходить через вот эту перемычку в одном направлении и потом через соседнюю перемычку в другом направлении. И так сюда-туда буду идти по краю.
Я дошла до середины. Не знаю, были у меня дуги одинаковые, либо они за счет того, что я сшивала, выровнялись. Но, в принципе, выглядит так, что не надо подтягивать вот эту дугу, которая здесь с ниточкой. Все хорошо. Сейчас я пройду пару стежков уже по второй половине. И чтобы сердечко лучше держало форму, можно сделать вот такой уголок и сделать стежок в обратном направлении. С одной половины, переходя на вторую половину. Мы таким образом наши две половинки стянем, и они будут лучше держать форму. Видите, у меня прям получился хороший такой уголок. Продолжаю сшивать половины до конца. Вот что у меня получается. У меня игла длинная, поэтому мне уже неудобно работать этим хвостиком. Я его оставлю и возьму какой-нибудь хвостик подлиннее. Ну, например, вот этот. И уже буду сшивать вот эти края. Уберу булавочку, не нужна она мне. Можно выполнить узелок с рядом расположенной ниточкой. В зависимости от того, что вы будете делать внутри, если вы хотите выполнять именно узелки, как вот в этих работах, то эти все кончики, после того, как вы сошьете, нужно спрятать в узелки, рядом расположенные. Но если вы собираетесь делать просто протяжки, как у меня вот в этом сердечке, то вы можете использовать кончики, которые у вас есть, просто выводить иглу в середину и вести вот так вот, делать какой-то тут хаотичный рисунок. Либо, если вы хотите более какой-то четкий рисунок, то вы тоже его можете сделать. В принципе, вот эти все рисунки, которые я делала, их же тоже можно было сделать просто протяжкой нити, не делая узелки. То есть используйте вот эти кончики в таком случае. Если же будем делать узелки, а я их буду делать, то мне сейчас надо спрятать все кончики нити.
Оставлю этот кончик здесь просто для того, чтобы видеть, что в эту часть дуги я уже заправила нить. И сделаю то же самое с оставшимися кончиками. Вот этот кончик уже заправлю вот сюда. С этой стороны свяжу ниточки и заправлю их в рядом расположенные узелки. Отрезаем кончики. Если вы хотите оставить сердечко вот в таком виде, то я сейчас подумала, что, в принципе, вот этот уголок тоже можно было зафиксировать, сделать пару стежков с этой стороны внутри, вот сюда, чтобы угол был более выраженный. Но это на ваше усмотрение. Кому-то может нравиться такой, наоборот, более мягкий угол, кому-то более острый угол. В этом сердечке я хочу сделать внутри вот такие цепочки. Не хочу добавлять никакой кристалл, но вам я расскажу, как это сделать. Перед тем, как добавить нить к челноку, во-первых, я отрезала ее от клубка. Здесь у меня где-то 1,5 метра. И первым делом мне нужно эту нить присоединить к уже сделанному контуру. Находим то место, с которого мы будем начинать. Я буду начинать вот отсюда. Пойду наверх, потом вниз, потом перейду сюда, наверх, вниз, перейду сюда и последнюю дугу сделаю к центру. Так, вот, допустим, здесь у меня будет идти отсюда к центру первая, это протяжка, первая цепочка. Либо нитевдевателем, либо иглой заправляем нить. Она должна идти снаружи внутрь. Один кончик. И рядышком второй кончик. И делаем так, чтобы нити были одинаковые. Теперь присоединяем один челнок. Выполняем узлы, как будто бы мы делаем дугу. Узлы выполняем таким образом. Делаем первую половину узла, как обычно. Узел перевернули, подтянули. Далее делаем вторую половину узла, но ее не переворачиваем. И тоже ее подтягиваем. У нас получается, что первая половина, одна нить, которая на левой руке, оплетает правую нить, а на вторую половину узла наоборот. Нить, которая справа, оплетает левую нить. И таким образом делаем необходимое нам количество узелков, чтобы дойти до нужной точки.
Так, мне кажется, еще нужно. Теперь берем нитевдеватель, либо иглу и проходим через середину внутрь. Заправляем ниточку, которая без челнока. Так, что-то тут переключилось. Аккуратно. Теперь эту же ниточку выводим обратно в середину. В этом узоре у меня обе ниточки оказались уже рядом, то есть я могу делать следующую дугу. Если вы делаете вот такую сетку, и вы, например, сделали первую дугу, вывели одну нить наружу, от челнока вам нужно нить отрезать и тоже вывести ее наружу. Затем перейти вот сюда. Как это сделать, я покажу сейчас, выполнив одну дугу. И мне нужно будет вот с этого места переходить в центр, поэтому вы это тоже увидите. Такими же узелками я иду вот до этого места. Сейчас мне нужно от челнока нить отрезать. И при помощи нитевдевателя обе нити я вывожу наружу. Делаю стежок в обратном направлении. Здесь я это сделаю по отдельности, потому что у меня нить толстая, и если я сделаю стежок один в одну и ту же точку, то здесь будет толщина эта видна.
И сейчас сделаю большой стежок, вывожу нить практически уже в самый-самый низ. Тетиватель не хочет проходить, поэтому возьму иглу. И эту же нить выводим ровно по центру. В моем узоре это ровно по центру, в вашем узоре может быть что-то другое. Все, одну нить сюда привели. Сейчас сделаем то же самое со второй нитью. Ее, наоборот, я сначала уведу чуть-чуть назад, опять-таки, чтобы не получить вот здесь двойной стежок. А теперь одним длинным стежком я ее выведу в центр. Нить должна спрятаться вот там, между двух слоев. Одну нить присоединяем обратно к челноку. Наматываем нить на челнок. И выполняем узелки к центру. В принципе, я уже все объяснила, то есть таким же образом я сейчас дойду до центра, одну из нитей выведу наружу, потом обратно в середину и продолжу делать дуги. Если вы хотите добавить кристалл, вам нужно выполнить то количество узелков, которое вы хотите выполнить, затем опять отрезать нить от челнока и обе нити провести через этот кристалл. Далее присоединяем нить к челноку и выполняем оставшееся количество узелков. Вот такая система, скажем так. Я предупреждала, что это не очень удобно делать челноком. Игла в этом плане более удобный инструмент. Но если вы хотите все-таки использовать челнок и добавить кристалл, то это то, что вам нужно выполнить. Что касается схемы без добавления кристалла, то здесь, я думаю, вы уже все поняли. Плетем узлы, затем, если мы остаемся на том же самом месте, то достаточно провести только одну нить наружу и внутрь. Если нужно перейти в новое место, как мы делали вот здесь, то отрезаем нить от челнока и обе нити вот такими стежками туда-обратно. Можно сделать один большой стежок, переходим до нужного нам места. Обратно выводим нити внутрь, присоединяем один челнок и плетем дугу уже к новому месту. Выполнив последнюю дугу, я делаю соединение вот с этим местом и прячу нить в узелки, которые рядом расположены. Вот и все. Мое сердечко готово. Надеюсь, у вас тоже все получится. Буду ждать вашей обратной связи в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.